Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, следите за новыми выпусками, нашими встречами с политологом Александром Лазаревым. Александр, приветствую вас. Приветствую, рад видеть и слышать. Друзья, спасибо большое, что подписываетесь на Александра, подписывайтесь на мой канал, ставите лайки, не забывайте это делать, это очень важно, потому что, знаете, с Ютубом происходят разные вещи, и их нужно предотвращать только одним, вашей вовлеченностью, поэтому благодарю за каждый комментарий заранее, и давайте обсудим положение вещей, тем более, что обсудить есть что. Интересно выглядят переговоры с Женевы, давайте начнем. В каком смысле? Да, вот Times публикуют такую карикатуру, да, вот два стульчика, сложенных друг на дружке, Россия, Украина. Вообще, конечно, интересно, как так получилось, что поговорили, а потом еще Мединский возвращался, отшутился по поводу исторических лекций, сказав, что на Киевской Руси закончили. О чем эти переговоры были? И судя по интервью Пирсу Моргану Зеленского, потом, судя по тому, что он говорит, если меня не станет, Украина не сломается, я не хочу убивать Путина, я хочу мира, и вообще плевать на эти учебники истории, я так понимаю, что переговоры прошли сверхконструктивно, в кавычках. Сразу вспомнил, песню Васи Вакуленко или Баста «Когда меня не станет, буду петь голосами». Вот Зеленский, собственно говоря, об этом уже заговорил. Я так скажу, я и перед переговорами, и во время переговоров, и после первого тура, когда объявили второй тур, я говорил, я имею в виду уже Женевский второй тур, я считаю и буду считать, что эти переговоры, они ни к чему конструктивному не приведут. Позиции были объявлены с самого начала. Эти позиции исключают обе стороны. То есть, по сути, то, что предлагает и заявляет Российская Федерация, на это не согласна украинская делегация. То, что объявляет Зеленский, на это никогда не согласится Российская Федерация. Да и при принципе, Зеленский объявил то, что мы, говорит, практически обо всем договорились. Говорит, за исключением территории и атомной электростанции. Так а о чем тогда договорились? Говорит, как будем контролировать перемирие? Так чтобы перемирие наступило, необходимо, наверное, фундаментальные вопросы решить, об этом договориться. А потом говорит о перемирии. Я понимаю, что телегу впереди лошади запрягать куда интереснее и приятнее. Но оно так и работает. Поэтому практически обо всем договорились. Приставка «практически» — это значит ни о чем не договорились. Поэтому встреча в Женеве прошла, как там сказала и украинская и российская делегации, конструктивно, но я добавлю от себя безрезультативно. Именно по этой причине не было и общего пресс-подхода. По этой причине ни один из членов делегации, в том числе лидеры делегаций, главы делегаций, не сделали никакого конкретного заявления. Послушайте слова Мединского. Либо шутки, либо говорят, конструктивный сложный разговор, будем дальше вести работу. Дальше Умеров выходит чуть больше по хронометражу разговаривает, но по сути тоже ничего не говорит. Трудные, тяжелые переговоры, все стоят на своем, значит, будем вести дальше эти переговоры. Потом говорят, будет третий раунд переговоров, когда непонятно, и мы спустя несколько часов узнаем о том, что российская делегация покинула уже воздушное пространство Европейского Союза, и потом Песков делает заявление о том, что непонятно, когда этот третий раунд переговоров будет. То есть, по сути, мы можем констатировать, что женевские переговоры закончились ровно тем же, что и переговоры в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. То есть ничем в практическом смысле. Это была встреча ради встречи, которая была нужна в первую очередь для третьей стороны, то есть для американцев, для того, чтобы встретились. Я бы обратил внимание на то, как себя вели европейцы при этом, Ведь Женева была наполнена, так сказать, агентурой, короны, Ми-6, Британии, представителей Франции, Германии. Зеленский всем очень был благодарен. Украинская делегация после трехсторонней встречи начала встречаться и с европейскими представителями, то есть их контролировали, им подсказывали. Потом The Economist выпускает вообще статью о том, что в делегации раскол, значит, часть делегации ориентируется на
Буданова, который хочет подписать мир здесь и сейчас, то есть ориентируется на Соединенные Штаты Америки, а другая часть говорит за Economist на Ермака. Это комедия и полнейшая дичь. Не на Ермака они ориентируются, а на тех, которые являются владельцами и держателями самой The Economist, то есть на Британию. Британия параллельно с этим делает заявление устами Стармера, что окончание войны здесь и сейчас невыгодно Британии. То есть это угроза. Наоборот, то есть пока идут боевые действия, Британия и коалиция желающих имеет возможность подготовиться к будущему конфликту с Россией. Дальше, параллельно с этими переговорами выступает генеральный директор Rheinmetall, да, человек осведомленный, который знает, какое количество заказов ему поступает, и говорит, в ближайший год точно война не закончится. Тогда вопрос, а о чем переговаривались, о чем встречались? Как по мне, это исключительно дипломатическая плоскость, это фасадная часть политики, которая призвана показать, что идут какие-то процессы в пользу мира. Но на реальной плоскости политики никакие переговоры сейчас не увенчаются успехом. Ну, понимаете, в чем дело? Тут же возникает другой момент. А какая сверхзадача, смысл всего происходящего? И что будет ровным счетом дальше? Потому что, ну вот, кто у нас, да, может просветить всех? Конечно же, экс-министр иностранных дел Кулеба. Ему так, в принципе, в Дольче Велле и задают вопрос. Он там, конечно, интервью очень интересное. Буквально 2 момента хотел с вами обсудить. Начнем, собственно, с сценария, да, по которому все пойдет. Хотя, безусловно, очень здорово выглядел Кулеба, отражая вообще, что из себя представляет украинская власть Зеленского. Когда ему задали вопрос, мол, началась же война, да, и помните вот это вот «мы тут», Подоляк тут, Ермак тут, вот это вот, когда мы не убегаем, нам нужно оружие, а не такси. И вот отсылая к 4-летней давности Кулебу, журналист спрашивает, так а как вообще с послами? Он говорит, послы разных стран отказались вообще ехать в Украину, отказались выполнять свои обязанности, а мы им угрожали. Говорили, то есть мы там сделаем вашу жизнь невыносимой, мы вас найдем, наши разведчики как приедут. Это вот чтобы понимание было, да, атмосферы как бы 4-летней давности, вплотную мы подходим к этому рубежу 4 года. Ну вот что говорит о сценаріях Кулеба. До кінця зими, холодів, припинення вогню не буде. З весни з'явиться маленький такий шанс на припинення вогню, який може бути реалізований тільки в разі настання тих 2 факторів, які я сказав: стабілізація фронту і примноження, масштабування економічних проблем Росії до критичного рівня. На сьогодні найреалістичнішим сценарієм 26-го року є війна. Значит, самый реалистический сценарий – это война, но если стабилизируют фронт, если экономические проблемы России будут, нарастать, то есть маленькое окно возможностей весной все закончить. Как вы трактуете вот этот посыл, который декларирует нам Кулеба? Ведь по большому-то счету, ну вот если там вы в своем анализе предыдущем четко сказали, что да, то есть война, да, потому, а у него как бы война весь 26-й год, но маленькое окно возможностей все-таки есть. Это желаемое за действительное. Да? Кулеба, эти украинские чиновники не первый раз заявляют о том, что Россия экономика на грани находится, что это бензоколонка, что она обложена санкциями. И вот сейчас еще 25-й или 6-й пакет санкций ведут. И вот тогда точно это уже будет последний, невыносимый, самый последний, самый сильный удар по российской экономике. На самом деле ничего подобного не происходит. 30 тысяч санкционных мер, то есть ограничений, введено с 2014 года против российской экономики. Это не мешает им заниматься развитием, в том числе и военной сферы, да, и гражданской сферы экономики. При этом всем сколько угодно Кулеба может рассказывать о том, что вот-вот сейчас у России будут очень тяжелые времена, экономика пошатнется. Я хочу сказать, чтобы все объективно смотрели на вещи. И при таком количестве санкционных пакетов уже ничего нового придумать нельзя. Это первый момент. То есть все, что можно было ввести, было введено с 22 года там, по 25 год, по приход Трампа к власти. Вот все возможные экономические сектора были затронуты. У Трампа в стратегии национальной безопасности записана нормализация взаимоотношений с Российской Федерацией,
посредством прекращения боевых действий в Украине, да, и мешают этому в первую очередь, по мнению администрации Трампа и национальной стратегии безопасности, европейские страны. Это черным по белому записано. И если американцы говорят о том, что они хотят нормализовать взаимоотношения, то слова Кулебы умножаются на 0. То есть где Кулеба, где администрация США? Кто будет вводить? Какие санкции? Это глупость и полнейшая чушь, которая вообще нереализуемая. И эта чушь, она проела мозг не только Кулебе, а всем украинским чиновникам, которые еще до начала войны говорили, что вот сейчас санкции Запад введет, сейчас Россию победят. И вообще, и Зеленский там рассказывал, что он границы 91 года. Алеша Гончаренко говорил, что еще дальше пойдет. Да? Но эту дичь я помню уже на протяжении нескольких лет. Я даже не побоюсь этого слова, больше 10 лет, наверное, мы об этом слышим. Если Минские соглашения вот 11 лет назад были подписаны, да, и потом Меркель сказала о том, что они нужны были для того, чтобы просто выиграть время и ввести там санкции, готовиться к каким-то боевым действиям, столкновению, то на что сейчас рассчитывает Кулеба? Он может обложиться теплыми вещами, да, и ждать потепления. Вот, собственно говоря, это единственный прогноз, который может у него реализоваться. Что касается остального, то это чушь и глупость. Необходимо смотреть на стратегические подходы. Зеленский занял сторону более слабого игрока. Я имею в виду из западных игроков. То есть он взял сторону Британии и Европы. И выступил против Дональда Трампа. Он об этом сам уже говорит, что если американцы хотят меня снять, то есть человек прекрасно отдает себе отчет. Если это уже публично проговаривается, значит он понимает, что так оно рано или поздно будет. И он на стороне более слабого игрока, который цепляется за Украину последней смертельной хваткой для того, чтобы самосохраниться. И если он пойдет на дно, этот игрок, да, в геополитическом смысле, а я уверен, именно так и будет, вопрос времени, 2 года или 5 лет, то с собой утянете Зеленского. И все эти обещания, гарантии безопасности для него и для его окружения не будут стоить и выеденного яйца. То есть это будет полнейший ноль. Поэтому глупость, которую сейчас украинские чиновники взяли на вооружение, она просто несусветная. Но это их глупость. Мне бы очень хотелось, чтобы они сами несли за это ответственность, а не украинский народ. Но, увы, на практике мы видим совсем иную историю. Ну, вы так говорите, слабый, слабый. В смысле? Вы же видели документ? Это раньше было просто заявление, а сейчас документ Кая Каллас выкатила. Говорит, значит, войска убираются, репарации платятся, а армия Российской Федерации сокращается. Ну, то есть все нормально. Вообще, конечно, внутри украинской политики происходят очень интересные вещи. И абсолютная такая какая-то неясность. Я бы хотел, чтобы вы ее попробовали прояснить. Зеленский выходит и говорит, украинский народ не хочет выборов. Ну, не хочет выборов украинский народ. То есть даже когда будет перемирие, только конец войны, а потом вибори. Ну, в школі Кулебу вспомнили, от що Кулеба говорить про вибори. Якщо ми здатні в цьому жаху жити і щодня щось робити, то, напевно, і на виборчу дільницю ми сходити зможемо. Так, вибори не можуть відбутися за класичною моделлю в один день, там, з 8 ранку до 8 вечора всі прийшли і проголосували. Напевно, що це має бути розтягнуто на декілька днів. Напевно, що це голосування має перериватися на час тривог. Все реально, якщо є бажання і консенсус в суспільстві та серед політичних еліт, що ми маємо пройти цей шлях, тому що це потрібно країні. Вот. Ну, как бы, Зеленский же четко дал понять. А Кулеба, видите, вот по-своему видит, говорит, если мы можем жить в этом ужасе, так еще не выборы в этом ужасе не проводить. Я не понимаю сейчас вот этого как бы момента, потому что, с одной стороны, отворот-поворот этому процессу дан, с другой стороны, мы все чаще слышим слово «выборы». Выходит Залужный, говорит о том, что в 23-м году я наступал правильно, но мне сказали, и на Бахмут тоже надо идти. В общем, как бы политический оттенок несут эти заявления. Даже Усик Воловану и Лексусу говорит, что если Бог поможет или там призовет на служение Родине, то пойду. Кличко, ну, тут традиционно говорит со своей колокольни, со своего шестка о глобальных вещах. Короче, все засуетились. Так и что суетятся, если ничего нет?
Я бы хотел посмотреть, да, если баллотировался бы Усик и Кличко на пост президента Украины. Мне кажется, после Зеленского уже для украинского народа ничего не страшно. Если будет Усик или Кличко, ну, это, мне кажется, будет там такой последний нокаут для украинской государственности, да, и потом уже можно разбегаться на все четыре стороны, как говорил известный герой известного фильма. Вот. Это что касается претендентов на президентский пост. Кличко до сих пор действительно его не лишает эта мысль, да, его буйную голову. Он об этом думал еще в 2014 году. Потом, как известно, был консенсус. Вот Кличко не пошел на президентские выборы. Ему пообещали место главы столицы, и он на это согласился, начал заниматься этими вопросами, да, в основном там строительством, мафами и прочими вещами. А потом пошел Порошенко. Но это не значит, что Кличко оставил эту мысль. То есть он дальше думает о том, что у него есть какие-то мнимые шансы стать президентом. Усик давно себя ведет как политик. Вы же посмотрите, там, он сколько раз там встречался с Зеленским, его заявления, смена позиции. Ни одного публичного слова в поддержку блаженнейшего митрополита Ануфрия, Украинская православная церковь. И то, что он проговорился пранкером, так это что он не публично проговорился. Публично он бы ни в жизнь такого не сказал. Да? Он ж не знал о том, что это выложат, наверное. Вот, что это, говорит, неправильно, то, что с церковью украинской происходит. Но если бы ты хотя бы пост написал в Фейсбуке, ни разу этого не делал. В отличие от Ломаченко, который это делал. Но это еще один аспект. Что касается Залужного, да, как он там наступал, не наступал, есть у меня ощущение, что это такой привет от Британии, потому что Зеленского сейчас очень серьезно обложили американцы. Все чистки, которые происходят в силовых структурах, попытка создать видимость, что это он дает поручение по укладу, чтобы он там вычистил СБУ от агентов, которые работают не на интересы Украины. Это всего лишь попытка показать, что он контролирует процесс. На самом деле, все, кто интересуется украинскими спецслужбами, да, ну, с точки зрения того, какая башня, условно говоря, или какой кабинет на кого ориентируется, знают, что Поклад далеко не про британский человек, как и Буданов, да, как и фактически все руководители спецслужб, которые сейчас остались. Вот. И они очищают, и перед ними стоит задача очистить украинские спецслужбы от агентов Ми-6. Выгодно ли это Зеленскому? Конечно, нет. Из-под него почву выбивают. То есть человек фактически может потерять контроль и возможность влиять посредством использования силовых структур. То есть он останется без рук в политическом смысле этого слова. То есть вокруг Зеленского американцы плотно работают. Все дела, которые заводят САП и НАБУ, они их раскручивают, я уверен, мы еще об этом поговорим, но раскручивают для того, чтобы потом приписать туда и Володимира Александровича. И есть большой соблазн у Зеленского, да, махнуть рукой и сказать: ладно, я согласен, что надо делать, скажите, я все сделаю. Вот. Но тут выступают британцы и говорят: мальчик, ты не прав. Вот. Если ты сейчас, да, будешь делать то, что говорят тебе твои американские товарищи, у нас на тебя есть очень серьезный компромат. И в том числе у нас есть заменитель тебя, да, в лице Валеры Залужного, который с удовольствием станет гетьманом украинского народу, да, и у которого рейтинг получше, чем у тебя. Ну, как минимум, потому что там рисуют украинские и западные социологические центры. Поэтому появление Залужного здесь и сейчас – это не его личная инициатива, и это не удар со стороны американцев, это предупреждение со стороны Ми-6 и Британии для Зеленского, чтобы он, не дай бог, да, так сказать, чтобы у него не сжалось Макиндрианское кольцо, и он заднюю не включил, чтобы он действовал так, как они договорились работать. Ну, Вот погодите, тут же тоже такой момент. Вот сегодня по российскому телевидению говорят о том, что Зеленский всех выигрывает в первом туре, и вообще, собственно, выборы эти, о которых Кулеба говорит, какие-то особенные по форме, да? Ну, понятно, что не так, как раньше, но, тем не менее, это сейчас для Зеленского прям чуть ли не сценарий. Зачем они это делают? А российские СМИ? Да.
Не знаю, там своя логика, наверное, да, зачем они это делают, честно говоря, не понимаю, и я не видел этот сюжет, да, чтобы там конкретно его разобрать, но сценарии, которые есть, например, там, на выборах в Украине, да, я бы со стороны России только прислушался к тому, что сказал один человек, да, об этом сказал Путин, и он когда говорил о выборах, вот, и, кстати, замглавы Лаврова, который был участником переговорной группы, опять упомянул об этом, это проведение выборов под мандатом ООН. То есть, если ООН контролирует ситуацию, вот, есть мандат на управление временное для проведения выборов, в этом, в принципе, и есть логика российской позиции. Что обсуждают там на телеканалах, я их не смотрю, поэтому я не знаю, что там говорят и с какой целью, и кто какие мысли высказывает. Поэтому в данном конкретном случае, если говорить про выборы и про позицию, например, Путина, вот он ее озвучил в 2025 году, вот ее сейчас в аккурат перед переговорным процессом упомянули, потому что тема выборов педалируется. И также Путин озвучивал историю, на которую сразу же рефлексировал Зеленский, о том, что должны принять участие в выборах граждане Украины, которые проживают на территории Республики Беларусь и на территории Российской Федерации. По акту, который, не акту, закону, да, или решению, которое принял украинский парламент, на территории недружественных стран и вообще украинский парламент планирует лишать гражданства жителей, не жителей, граждан Украины, которые проживают на территории Беларуси либо России. Вот. В таком случае, когда Зеленский отреагировал на слова Путина, что эти жители тоже должны принять участие в выборах, он сказал: нет, этого не будет. Это значит, что любые другие выборы, которые будут проведены на территории Украины без участия в голосовании граждан Украины, проживающих на территории России и Беларуси, России признаваться не будут. То есть эти выборы тогда нужны исключительно для Зеленского и для Запада. В данном случае американцам нужны выборы для того, чтобы либо поменять власть в Украине, чтобы Россия могла подписать там какое-то мирное соглашение. Потому что Зеленским подписывать, по словам, опять-таки, президента России, никто не хочет и не планирует. Да? Это же Зеленский говорит, что меня хотят поменять россияне. Россияне хотят поменять через эти выборы. Правильно. Понимаете? И американцы, и россияне, это же один центр вообще. Я считаю, Трамп это вообще агент Кремля, по мнению Зеленского. Он просто об этом пока громко не говорит, вот так в полутонах, в намеках о том, что, это же Трамп, когда-то в 2016 году рассказывали, что какие-то российские хакеры там что-то сделали, где-то подкрутили, Трамп стал президентом. Вот. Потом можно вспомнить слова Владимира Вольфовича, который говорил, что необходимо помочь Трампу там, прийти к власти, да, и прочее. Эту же тему вообще раскручивают и в Украине, и говорят: вот, посмотрите, вот, это ж, не случайные слова там случайного человека, это хитрый план, и вообще Трамп работает на Кремль, и его еще завербовали, когда он в Москву прилетал, и вот там какие-то девочки были, да, эту же историю мы слышали, дичь полнейшая, да. Трамп человек, который не обделен женским вниманием, мягко говоря, да, будет прилетать в Москву и первым делом на территории государства, там, где могут быть у него и прослушки, и видеофиксации, искать каких-то девочек. Это глупость. Вот. Он не профан и довольно опытный, грамотный дядька. Вот. Поэтому подобные вещи – это чисто впаривание для общественного мнения, чтобы люди подумали: почему не предмет вербовки, приехал же там женатый мужик, вот где-то, не дай бог, там запалился, и вот его шантажируют. Это комедия. Вот никакой это не предмет вербовки, это люди такого уровня, в отличие и от украинских политиков и чиновников, да, могут мыслить на 2 шага вперед и понимать, какие риски зачем стоят. Поэтому что бы там Зеленский ни рассказывал, он будет всегда говорить, что его хочет снять Кремль. Именно Кремль стоит за тем, чтобы Зеленский ушел от власти, потому что он последний форпост украинского патриотизма, потому что он украинский гетьман, правда, не совочелый пока, да, но тем не менее, то есть и его хочет снять именно Путин. Не украинский народ его хочет снять, там не Запад хочет его снять, потому что он оборзел, да, и стал недоговороспособным с точки зрения американской администрации, а именно
именно Путин. И это публичная стратегия, которую офис президента будет придерживаться всегда. Потому что здесь у них есть возможность для виляния. Я отказываюсь, потому что этого хочет Кремль, этого хочет Путин. Потому что если он скажет, я отказываюсь, этого хочет украинский народ, тогда противопоставление политтехнологическое идет. Я Зеленский и народ Украины. А тут я Зеленский, а тут Путин. Ну, конечно, я против. Я не могу согласиться с Путиным. Вот и все. По поводу украинского народа, это, конечно, яркая манипуляция, очень яркая. Да? Там, народ не хочет, народ не примет. А у нас есть Конституция, например, да? По Конституции не положено. Конституцию, на которую положили с прибором. И вы понимаете, какая история? Сегодня же новые пленки опубликовали представители НАБУ. Кино длинное, вот один маленький фрагмент, давайте попробуем проаналізувати. Називали схему відкатів у сумі від 10 до 15% вартості контрактів, яку контрагенти компанії передавали довіреній особі міністра, відомі як «Рокет», або ж кур'єрами безпосередньо в офіс злочинної організації на Софійській площі, власником якого була родина колишнього українського нардепа, а нині зрадника і сенатора РФ. Детективи НАБУ отримали докази того, що міністр енергетики безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованості «Енергоатом» за укладеними контрактами. То есть лично курировал, курьер возил денежку, там, в общем, много и схем, и как отмывались эти деньги. Вообще за 4 года заявляют набушники, что 13 миллионов долларов он заработал, только Галущенко. Сам Галущенко на суде выглядит достаточно своеобразно, и такое ощущение, судя по тональности, он готов всех сдать. Вот так он отвечает на вопросы журналистов. І всім було пофіг. Пояснити чому? Розказати вам про олігархічні групи, які є в енергетиці, які були не зацікавлені, щоб держава генерувала більш. Я вам розкажу. Розказати вам, як нам штучно, не атому обмежували запуск блоків, тому що там генератори гайкові, умовно. Теж можу розказати. Чи розказати, як забирали половину товарної продукції до запаного цього енергоатома по копійці, а ви всі платили гривня 68? То есть, смотрите, как по копеечке закупали, а руб 68 вы платили. Я сейчас все расскажу про этих злых олигархов, которые, так сказать, в общем-то, не давали жизни Энергоатому. Интересно, что в этих разговорах НАБУ, Галущенко это Сигизмунд, да? Карлсон это Миндич. И здесь вот такая очень интересная, скажем так, выжимка из разговора. Шугармен, тот, который, Цукерман, говорит, Сигизмунд мечтает слинять. Видимо, Че Гевара или кто-то другой, мечтает, да, он 4 года, это на самом деле реально много. А кто, вы думаете, будет после него? Получится ли его снять? Мечтает уехать куда-то послом. То есть послом хотел Галущенко смыться. И нам вот это все как бы с новой серии показывают. И главная мысль, звучащая, как лейтмотивом вот этой новой серии, нового удара по Зеленскому, что у Карлсона и Сигизмунда крыша, но не говорят, какая. Да, я думаю, понять-то его не трудно, да, какая у него крыша, и кто там с кем очень близким человеком был еще до прихода в украинскую власть, в каких фирмах работал, в каких кварталах выступал, да, и что контролировал, и от чего и от кого потом открещивались. То есть эта история довольно-таки отчетливо показывает. Сейчас очень сильно засуетился, судя по этим видеозаписям, судя по тому, как дрожит голос у Германа, да, как он суетится и говорит, что он действительно готов сдать. И намекает он на вполне себе конкретных людей внутри украинского бизнеса, не знаю, на которых, наверное, страшно намекать многим, находящимся в его положении. То есть есть ощущение, что безысходность настигла Германа Галущенко, и парень прекрасно понимает, что козлом он стал отпущения, причем таким конкретным. Как минимум, да, то 500 миллиарда гривен залогов, то там 200 миллионов гривен залогов. У человека нет
официальных таких денег и быть не может, если он чиновник, да, то есть какие бабки, откуда, там какая министерская зарплата, то есть он это внести не может. Это значит, что человека конкретно посадили в СИЗО, и оттуда, плюс поговаривают, что посадили его еще в очень такую Лухари-камеру, да, которую он для Магомеда Расулова когда-то приготовил. Вот, ну, судьба такая штука с иронией, да, вот она сработала теперь. И говорят, что Галущенко мотает именно в этой же камере. Камера 3/4 с очень грязным отхожим местом. Вот, не платная камера, а такая прям с плесенью, все как надо. То есть человека не выбивают показания. На него, я думаю, воздействует психологически. Он готов эти показания дать. Уже первая ласточка звучала, что если вы за меня не впряжетесь, я перефразирую то, что говорит Галущенко, да, а он выглядит как конкретный терпила в этом смысле, да, если вы за меня не впряжетесь, то я всех сдам. А сдавать, поверьте, мне есть кого. И он намекает, кто там выгодополучатель, да, стоимости энергоресурсов, вот, и кто влиял на принятие таких решений. Ну, и тут вплоть до того, что дойдет до самого-самого главного человека в украинской государственности. Вот на данном моменте. О чем это все говорит? О том, что НАБУ, САП, то есть подведомственные структуры ФБР очень серьезно взялись за Владимира Александровича Зеленского посредством его окружения. Да, пока его не прессуют напрямую, пока на него не выливают. Но давайте вспомним, несколько месяцев назад публиковалось, что фигурирует и он там, фигурирует и Ермак, то есть фигурируют высшие чины украинской власти. То есть публиковали эти пленки и намеки на НАБУ, публиковали. Упоминается ли там какое-то очень высокое там должностное лицо, первый, не первый, да, упоминается. Дружишь ты с ним, Герман Галущенко? Да, пойду, упаду в ноги, буду умолять. Это все было недавно. Это не мы с вами придумаем, это пленки САП и НАБУ. САП и НАБУ контролируются американцами. Значит, можно сделать логический вывод, да, 2 + 2 сложив, о том, что сейчас на Зеленского оказывается очень серьезное давление со стороны американцев для принятия тех или иных решений. И готовится дискредитационная почва, если тот откажется. Параллельно с этим, да, выезжает Валера на комбайне и говорит, что я готов тебя заменить. И здесь Ми-6 передает привет. Вот представьте, да, в каком даже не положении, а в какой позе находится Зеленский, да, как в том анекдоте. Хотите, меняйтесь. Вот. Тут прям очень сложный аспект для него лично и для его окружения. И вот Герман Галущенко, он уже дает показания. Я уверен, что он дал показания. И последние вот эти тревожные звонки, что я готов дать показания на самых-самых, на фамилии, чьи даже называть нельзя в украинской, находясь там в Украине, да и вообще, если ты как-то связан с украинской властью, либо там с бизнесом. Эти фамилии всегда все обходили стороной. Так вот, вопрос в том, что он готов это сделать. А что дальше? А дальше туда привяжут, могут привязать еще какой-то след чей-то, каких-то спецслужб. Очень дивные дела могут. И потом в итоге Зеленский еще и окажется агентом тех спецслужб, которых он сам пытался демонизировать и дискредитировать. Был ли он агентом этих спецслужб? Я считаю, что, возможно, нет. А возможно, да, мы не знаем. Давайте, пускай это НАБУ, следственные органы, да, выясняют. Но то, что если это вывалят американцы, плюс хищение украинского бюджета, плюс хищение денег американских налогоплательщиков, чем это может обернуться Зеленскому? Он прекрасно понимает. Судьба Мадуро вполне себе может повториться. Никто не прилетит, не заберет его. Просто человек полетит в какую-то страну, американцы запрос дадут. И все. И на этом песенка будет спета. То есть вот такой сценарий тоже готовится. Поэтому и британцы появляются. А Галущенко сейчас конкретно кошмарят. Поэтому он кричит: вы либо меня спасаете, либо я вас всех сдаю. Что может быть с Галущенком? Дай бог ему здоровья. Ну, знаете, по положению... В общем, судить о положении Зеленского сейчас можно по ближайшему экс-первому помощнику президента Шеферу. Его увидели в Варшаве. Как бы сидел за столиком, мирно ожидал кофеек или что-то перекусить. Но в Варшаве много
скажем так, в Польше украинцев, его узнали сразу, сфотографировали так издалека и как бы выложили в сеть. Если уходит с территории Украины вот это такое лицо, да, ближайший друг, продюсер, они же там «Квартал», сериалы, «Сваты», вот еще все, с «Лиги смеха», это прям близкий-близкий. И говорят, что он как раз и отвечал за связь с вот этими олигархами, о которых прямо говорит Галущенко и намекает на некое высокопоставленное лицо. Вот это может вполне себе быть этим лицом. Но все же понимают, что даже в этом ключе Шефер, ну, исключительно как бы доверенный человек, исключительно исполнитель. А сумки, которые носили в Бладхат и Деркача, ну, там, где были офисы и так далее, ну, подобные же сумки носили и в другие бэк-офисы. В других местах они располагаются. У меня прогноз. От вас просьба прогноза. Смотрите, вот как вам кажется, маркер, ну, это что? Это подозрение Ермаку. Сейчас заговорили об Умерове. Но об Умерове очень интересно заговорили, потому что он же и переговорную группу возглавляет, то, с чего мы начинали. Он же секретарь Совета нацбезопасности. То есть, если условно приходить к секретарю Совета нацбезопасности и к главе переговорной группы и давать ему подозрение, ну, это тогда вообще меняет все. Не только внутри, но и как бы снаружи страны. Умеров, он на контакте с американцами, и я уверен, он пошел на сотрудничество, как и другие чиновники. Кто не пошел на сотрудничество, это Андрей Борисович вот, и Владимир Александрович, который, по мнению The Economist, имеет свое мнение на этот счет. Да? Вот. Поэтому самым отчетливым маркером тому, что все уже, Карачун пришел, это будут подозрения самому Ермаку. Вот. А материалы готовы. Не зря он ушел, он потерялся, ушел в тень, вроде как на фронт, потом в адвокатскую деятельность. То есть он не присутствует публично нигде. Вот. Да, его там охраняют, его возят, говорят, что он дальше занимается определенными темными делами, которые там, чтобы не связывали с АП. Вот, но тем не менее, то есть пока его не прессуют. Но раз уже взялись за Галущенко, раз действительно Шефир выехал, да, пытается потеряться в Европе, я думаю, следующее его пристанище это будет Лондон, потому что, ну, ибо больше некуда бежать. И вот, другие страны с удовольствием его выдадут при давлении американцев. В Лондоне он может еще как-то потеряться. Вот. Это значит, что подбираются к Владимиру Александровичу, да, и флажками обставляют его поле, в котором он может двигаться. Да, а дальше будут гнать просто на номера. Вот, политические номера, разумеется. То есть, по факту, самым отчетливым, ярким признаком того, что все, это будет Ермак. Вот. После этого уже никто церемониться не будет. Галущенко – это очень такой большой звонок, это колокол, я бы даже сказал, и колокол именно по Зеленскому. Вот. Пока вроде как он его слышит, да, посмотрим на его дальнейшие действия. Ну, у Зеленского позиция, еще раз я говорю, очень тяжелая. Он начал служить двум господам, да, а этого делать нельзя. То есть он, по сути, да, заложник с обеих сторон сильных систем и сильных структур. И он противопоставить этому ничего не может. Вместо того, чтобы быть президентом своей страны и чтобы быть должным исключительно украинскому народу, как бы это сейчас пафосно, возможно, не звучало, да, но именно так человек мог бы самосохраниться и иметь какую-то субъектность принятия решений и иметь право говорить «нет». А он сказал для всех «да». А теперь за сказанное, а там пацаны понятийные, отвечать надо. Знаете, такое ощущение складывается, я хотел бы тоже с вами обсудить эту тему, что всем абсолютно плевать на украинцев, на народ, на то, в каких условиях он живет. Понимаете, когда вот Кулеба, которого там я показывал, он говорит, что мы же в таких ужасных условиях живем, ничего страшного, выборы проведем. Ну что, ну нормально, ну как бы, да, вообще не проблема. Для нас вообще нет проблем сейчас.
складывается впечатление, что они как раз и не знают, как живут и чем живут люди. Ну, понимаете, то есть, когда, например, в Ровно, да, столкновение, то есть конкретное столкновение в Ровно, то есть вот дерутся с ТЦКшниками, мужики выходят, вот, собственно, один из тех, которые пытаются отбить у ТЦКшников мужчину, он подходит к автомобилю, к бусу, да, волокут, это уже даже как бы ничем не удивить зрителя, этих видео тонны, это уже, понятно, не искусственный интеллект. Но бус этот едет вместе с человеком на капоте и провозит его по улицам областного центра. Просто он уцепился и едет у них на капоте. Что дальше там непонятно, соскочил, не соскочил, но тем не менее это же просто какой-то беспредел. А чем глубже это все происходит внутри Украины, чем мельче населенный пункт, тем больше беспредела. Видео, которое шокировало всех сегодня, это село Мамалыга. То есть Пробили колесо на машині. пробили на машине колесо. Человек, вот это как бы от первого лица человек снимает, видит, как противостоят ТЦКшникам, но противостоят так по-сельски, да? Человек с вилами на них вышел, конкретно. Вот, у человека в руках вилы, и они, в общем-то, нападают на него, обезоруживают и, в общем-то, избивают. Но одно дело, да, вот с другого ракурса, одно дело, скажем так, противостояние вот такое, а другое дело автоматные очереди, которые раздаются у этого заборчика. Женщины кричат, все снимают на телефон, всех валят, бьют, бегают, угрожают. Кажется, этому нет конца и края. И это очередное, окошко Авертона, в очередной раз из него подуло, и оно стало шире, открыто. Если усмирять толпу, пускай даже там выстрелами в воздух из автомата, это уже становится новой нормой, то легко предсказать, что будет через шаг. Федоров как-то не в зуб ногой. Мобилизация как была ужасающая, так и остается. Почему? Вы просто посмотрите на эту картину, да, и это не фантастика, то есть это не фильм ужасов. Вот есть, с одной стороны, Зеленский, Миндич, Цукерман, Галущенко, Шефир, который бежит. Дети, сыновья Галущенко, которые в Швейцарии в университетах учатся, да. Семьи этих всех чиновников имеют заграничные паспорта, виллы и прочее, да. Виллы в смысле не орудия для труда, а виллы дома на берегу океана. Вот дальше Умеров и все остальные. Дальше далеко не надо ходить. Их вот эти вот, не знаю, бандитские формирования, которые бегают по улице, кошмарят людей, их руководители, глава военкомата Одесской области Борисов, да, слышали о нем много. Недавно раскрылись сведения о том, что его зам главы военкома, у него там 5 мерседесов, несколько домов, там какие-то земельные участки, автобусы и прочее. Ну, то есть богатейший человек, богатейший. И его подчиненные, да, вот эти все ребятушки в форме, которые выходят на улицу, начинают охотиться, потом трясут с людей бабки. Кто не может заплатить, его кошмарят, унижают, избивают и отправляют на передовую. Без учебки, без ничего. То есть это реальность. И вот эти видео, когда мы видим, что начинают стрелять в воздух, да, женщин кладут лицом в пол, начинают там физические воздействия оказывать на женщин, на матерей, на жен, да, этих мобилизованных. А какая может быть реакция? С одной стороны, коррупционеры, негодяи, да? То есть люди, которые обворовывают государство в самый критичный момент, а с другой стороны, люди, которых они поймали и отправили на фронт, дали им по автомату и сказали: давай защищай. Ты что, защищать не хочешь? Нас защищать не хочешь? Так мы тебе сейчас покажем, где твое место, если ты нас не хочешь защищать. Галущенко, Зеленского, да, и прочих. Вот как это выглядит. Тут уже ж не разведешь людей, не расскажешь, что ты там должен защищать свою семью.
Да ты только что жену его на пол положил, да, лицом в пол и побил ее. Он кого должен защищать? От кого? Как он должен защищать? Возникает вопрос. Федоров парень, который, мне кажется, живет в какой-то параллельной реальности. Судя по его заявлениям, он завис в компьютерных играх, да, и он не понимает, к чему сейчас идет ситуация в Украине и чем это закончится, в том числе и для него. Он же расскажет, что министр – это практически бог. Хочется сказать, парень, это не переиграл там, да, в компьютер. Может быть, ты немножко на улицу выйдешь и реальности вдохнешь, посмотришь на лица людей, на их проблемы, на их горе, на то, как они к тебе относятся и как они относятся к твоему непосредственному руководителю, да, кого ты считаешь богом. То есть разобраться в этом не хочешь, и чем это может закончиться. А я скажу, чем это может закончиться. Количество СЗЧ, по мнению того же Федорова, после того, как офис генерального прокурора закрыл данные, а закрыл данные офис генерального прокурора на момент, когда было 500 000 человек в СЗЧ, добавилось еще 200 000 человек. Это 700 000 человек, людей, мужчин, которые ушли в СЗЧ и тихо где-то скрылись. У меня вопрос, какое количество ушло без БК и без оружия стрелкового, а какое количество ушло с БК и с оружием стрелковым? Могу предположить, что 10% оставило оружие, остальное шло именно с оружием. То есть итого больше, чем 500 000 человек, 600 или 700 тысяч вооруженных мужчин, которые обозленные на всех этих военкомов, Галущенков, Миндичей, да, Цукерманов, кто там еще из Шефиров, Федоровых, обозленные, которые понимают, что им разрушили жизнь, у них там друзья, возможно, погибли, покалеченные, их жен унизили, пока их забирали, матеря, если мы вспомним, что полгода назад было, падали возле капота этих бусов ТЦК, да, и с сердечным приступом в больницу уезжали. Они ушли, они ждут. А накал растет. Каждый день коррупционный скандал. И вот представьте себе ситуацию, что сейчас этот Федоров, да, который в компьютере сидит, он сейчас запускает еще более повальную мобилизацию. Дает полный карт-бланш, да, вплоть на применение стрелкового оружия. Вводит страшные ограничения для мужчин, которые уклоняются от службы, либо уходят в СЗЧ. Они же об этом говорят. Что будем отбирать имущество, блокировать счета, там полные запреты, вплоть до того, что ты на улицу не выйдешь, будут тебя искать, ловить как самого страшного преступника. И вот это количество мужиков внутри страны, да? А я скажу, сколько силовиков внутри страны. Около 500 000, то есть меньше, чем СЗЧшников. И тут большой-большой вопрос у Зеленского должен возникнуть в его голове, если он еще думает. По крайней мере, если сейчас американцы запустят полнейший процесс дискредитации самого Зеленского, а он дальше будет кричать о патриотизме, а опубликуются пленки, фотографии, там, где он тоже участвует в этих коррупционных схемах, а я уверен, НАБУ нарешают подобные вещи, да, его окружение, все вот это вот будет красиво показано, а туда еще приплетут какие-то идеологические вещи, да, и не то, что он там на русском языке общается, это и так понятная история, более жесткие идеологические вещи, и покажут, вот вам ваш генералиссимус, да, который вам говорит о патриотизме, вас ущемляет, а чем сам занимается, и тогда все. Вот о чем они должны подумать. Вот тогда будет конечное. Станция Хацапетовка выходит. Вот и все. Понимаете, вот вы так несколько раз достаточно сделали акцент серьезный на униженных женах, которые, ну, это правда. То есть женщины в Харькове там побили девушку, которые видят, как 10 на 1 налетают, начинают снимать, там кричать, понятно. А уже как бы женщину можно ударить, переехать ей в ноги, как в Тернополе, или там ударить в грудь женщину, как в Харькове, да, или там, например, оттолкнуть, швырнуть, бросить, унизить. Но самое это интересное, что у этих ТЦКшников тоже есть жены. Есть такие модные веяния, да, ну, вот всякие там разговоры в полушутку, типа стендапа, там, юмористы, комики, или там подкаст-шоу, когда приглашают какого-то человека, да, и вот с ним беседуют. И вот, понятно, это как бы развлекательная история, но там
шутят или как бы весело или не очень там с представителями той или иной профессии обсуждают жизнь, жизненные моменты. И вот один из фрагментов этого подкаста так немножко тоже заставляет задуматься о женах ТЦКшников. Ну, цікаво, але не так цікаво, коли тобі погрожує жінка працівника або якогось керівника ТЦК. Оце просто, дуже дратують такі люди, які думають, що вони можуть всіх налякати цією інформацією. І людина каже, в мене чоловік, командир ТЦК, тобі пізда. Роби щось, а інакше я дзвоню до нього. І ти стоїш, ти пішла? А як він подивиться твій резерв, якщо інтернету нема? Хороше питання. Ну, то есть, это, конечно, шутка юмора. Как посмотрит твой резерв, если интернета нет? То есть, человек приходит на какую-то работу, он говорит, а у меня муж ТЦКшник, сейчас тебе будет, не будет интернета или там что-то будет, не так сделаешь, тебе все, кранты. Понимаете? И я это демонстрирую, да, потому что они там, ну, не бог весь какие интеллектуалы, и относиться можно к такому формату по-разному. Но это тоже ведь норма жизни. Это становится нормой жизни. То есть жена ТЦКшника чувствует себя, ну, такой. Это как жена авторитета бандитского в 90-х. Да, это да. как вот, не знаю, там какие-то прокурорские, там, да, вот эти все там в нулевых. Мне кажется, что это прям приговор украинскому обществу. Что с этим делать, Александр? Я думаю, что общество само восстановится, да, в этом смысле. И те, которые себя почувствовали сейчас выше других, да, по какому-то праву, да, неписанному, и они сами себе это право придумали, потому что их родственники, мужья там или еще кто-то не имеют ни совести, ни чести, ни вообще ничего человеческого в сердце, да, и вот такие бесчинства совершают по отношению к своим гражданам, общество само даст оценку. Я уверен, что и справедливость будет восстановлена рано или поздно. Ведь, ну, есть законы Вселенной, есть законы физики, да, и сила действия, она равна силе противодействия. Ты пружину можешь сколько угодно нажать. Рано или поздно она сожмется до края, и потом будет действовать в противоположном направлении, то есть давать ответ. Это первый момент. Что касается этих женщин, да, которые кичатся, что муж там в ТЦК, думаю, нет большого ума. Вот, это очень глупые женщины, и они потом будут, наоборот, рассказывать, что нет, у меня муж там, он воевал, он не был в ТЦК, либо он вообще был ухилянтом и где-то отсиживался. Ни в коем случае. Пройдет год-два, я уверяю вас, тренд поменяется, они будут бояться об этом говорить, что у них кто-то из родственников был в этом ТЦК, все будут открещиваться. Ни в коем случае, я этого не делаю, я вообще никак не причастен к этим всем бесчинствам, потому что за это статья будет, за это уголовная ответственность настанет рано или поздно. Это факт. Когда будут сажать этих чиновников коррумпированных, да, их руководство, и к этим руки тоже дойдут у будущей власти. Это один момент. Следующий момент насчет там, как в 90-х, да, там братва была. Это действительно есть такое ощущение, что она приходит и говорит, да у меня там пацан в Солнцевских, там, либо еще где-то находится, да. Я никак не романтизирую криминальный мир, да, ни в коем случае. Я чту уголовный кодекс, это моя слабость. Но в отличие от ТЦКшников, да, смешно звучит с учетом подозрений, да, но тем не менее, я их не признаю, вот, и чту уголовный кодекс. Значит, в отличие от ТЦКшников, эти ребята, да, они хоть имели хоть какие-то понятия. Эти же беспредельщики полнейшие. То есть ему женщину ударить, то есть он ответ ни перед кем не держит, ни перед себе равными, ни перед другими мужиками. Он понимает, что у него индульгенция на все. Он может делать все, что угодно. Поэтому даже близко они не стоят перед теми, там, которые в криминале были, хотя это нарушители закона, и ничего в этом хорошего нет. Вообще ничего хорошего нет. Так вот, это просто, я не знаю, я считаю, что это отребье, да, общество, которое ведет себя, ну, нормальный человек не может так себя вести, вот просто не может. И народ даст этот ответ. Ну, отпор уже есть. Отпор, видите, уже есть, Александр. История с футболистом Колесником нам о многом же говорит. Значит, его отправили под домашний арест ночной, хотя светит ему 5 лет за то, что он вступился за своего соседа в тот же момент бусификации.
А от него сразу открестился футбольный клуб «Колос», хозяева там засухи, да, вот эти, они сразу говорят, нет, все там, нельзя, в общем, выгнали его из команды. Теперь он экс-футболист ФК «Колос». За него вступился Милевский и Алиев. Те еще дебоширы, да, известные многим, но сам факт, да, то есть люди пишут в комментариях, поддерживают, люди на самом деле, вот все комментарии, там, за исключением там буквально единичных, которые осуждают, все за то, что он сделал. А потом появилось видео с камер видеонаблюдения. То как бы все опирались на видео, которое он сам выложил, этот футболист, у себя в Инстаграме, а потом видео, и там видно было, что драться с ним начал именно ТЦКшник. Ну и сейчас вот это вот идет разбирательство. И вы знаете, он становится определенным символом, этот футболист. Причем интересно, что именно этот футболист, он дрался с русскими в Турции 3 года назад. Помните, был очень громкий такой скандал, что подрались футбольная команда украинская, это был Закарпатский Минай, и Шинник, да, там они, ну, версии разнятся, кто первый начал, в общем, слава Украине, слава России, и понеслась. Вроде как там вступился конкретно этот Денис Колесник за уборщицу в номере. Они же там, ну, отдыхали футболисты после тяжелой работы на тренировках и на сборах. И, в общем, там неправильно себя повел по отношению к ней футболист из Шинника. Ну, это версии. Но сам факт, что в своих речах он говорит, я поддерживаю ВСУ, я поддерживаю там, Украину, я за Украину. Я вывозил там из Сумской области, он в 22 году людей, хлеб привозил там, когда не было этого хлеба. То есть я к чему? Я к тому, что патриотизм и твоя гражданская позиция, которую от всех требуют, там, не говорить по-русски, например, или, там, не знаю, там, ненавидеть Путина, гадить на россиян, вот это же требует сейчас как бы система от человека. И человек вроде это все делает. Но если ты, скажем так, в момент несправедливости, это тебе ничего не гарантирует. Так а зачем тогда условно быть патриотом, рассказывать всем, как ты помогал там в 22-м, как ты там дрался с русскими на сборах? Зачем тогда это? Получается, они же вот этой классовой структурой общества и обесценивают то, что вменяют всем в обязанность. Это, кстати, очень такой показательный пример для многих людей, как ты можешь из народного любимца, да, вот, за сомнительные геройские поступки, да, стать народным изгоем. То есть человеком, которого там будут порицать во власти, это все делается вот так вот. Потом подключатся еще украинские СМИ, уже подключились какие-то провластные блогеры, расскажут о том, какой он там нехороший человек, а еще он дебошир, а еще он там какие-то гадости делал, и вообще полная дискредитация, его никуда не возьмут, вот тебе волчий билет, хочешь искупить свои грехи, иди на фронт. Вот. И этот человек ничего лучше, да, вместе с его пиарщиками не придумывает, как начинать оправдываться. Начать говорить, да я ж патриот, я ж на себе рубаху порву, я же ж помогал, я готов помогать, я буду там кричать, я ж за вас, ребятушки. И вообще я уверен, что еще так чуть-чуть, если подавят на парня, может быть, еще извиниться перед ТЦК. Глупая позиция, глупая. Если ты делаешь поступок уже какой-то мужской, это твоя позиция, будь готов за это нести ответственность, будь готов за это нести удар, каким бы этот удар ни был. Или физическим, да, Ну, или с психологическим. подбитым глазом стоит, да. Ну да. Или там от государства, которое тебя может прессануть. То есть неси этот удар. Потом выйдешь мужчиной, да, не выбирай позор, не надо оправдываться. Если это твоя позиция, да, я сейчас опять, я хочу, чтобы все понимали, я там не романтизирую, я против каких-то незаконных действий, да, я не об этом говорю. Я имею в виду о мужской позиции. То, что начинается потом, да нет, я не то имел в виду, многие так делают, да, вот сначала что-то импульсивное какое-то высказывание, импульсивное действие за справедливость,
и, казалось бы, там, да, много о чем говорит, и тебя люди поддерживают. Но когда только начинают тебя прессовать, как вот те, которые музыку там слушают, да, вот российскую музыку он слушал, к нему подходят, он говорит, а я буду слушать эту музыку, это мне нравится эта музыка, я считаю, что я имею на это право, там, либо говорить на русском языке. Потом приезжает полиция, либо приезжает СБУ, в зависимости от ранга человека, и он стоит и говорит, я там більше ніколи не буду, я там засуджую и прочее, прочее. Это не позиция. Будь готов терпеть. Или же, не выбирай этого, сиди тогда ровно на заднем месте, да, и не выскакивай никуда, ничего не делай. Это насчет того, как могут меняться взгляды, да, в зависимости от воздействия. Что касается действий, это проявление точечное, да, но сам факт я бы даже обратил не на действие этого парня, да, или проявление такое, а на реакцию в обществе. А общество одобряет. Общество одобряет. Не сам поступок одобряет. Не то, что там противозаконные какие-то действия, да, хулиганство или еще. Общество одобряет то, что он своими действиями выразил то, что хотел сделать каждый, но не смог. В этом вся суть. Потому что почему-то я не слышу, чтобы этих военкомов, да, которые бьют людей на улице, откровенно бьют, и чтобы там Венеславский не рассказывал про ИПСО московское, да, это пускай он пойдет женам этих пацанов или матерям расскажет, которые возле капота падали, да, бессознательно. Вот, люди видят это, и они хотят как-то ответить, но они понимают, что не могут. Потому что кому ты, вот когда идет правонарушение, кому ты должен обращаться? Правильно, полиции, а полиция стоит рядом, да, и помогает этому нехорошему человеку физическое воздействие оказывать. Тогда, получается, люди смотрят, и у них безнадега, безысходность. Он понимает, что он никому не может пожаловаться. И здесь начинается самая большая угроза для государства, потому что государство существует по определенному общественному консенсусу и договору. И когда этот консенсус нарушается со стороны государства, жестко нарушается, и народ, который видит, что ему некому обратиться. Вот нет того органа в государстве, да, вот как тебя менты обидели, ты можешь пойти в прокуратуру заявление написать, да, и так дальше по списку, собственно. А тут некому пойти, некому обратиться. То есть, получается, есть репрессивный механизм, и ты предоставлен сам себе. Ты в данном случае, это весь народ Украины, в данном случае мужской и женский даже, потому что мы только что с вами обсуждали. И тогда начинается самоорганизация. Тогда люди сами начинают себя защищать. Они этот общественный договор формируют по новой, да, и формируют его вокруг каких-то общин, не знаю, дворов, районов, городов и прочего. Если они хотят, я имею в виду они, Зеленский, да, и все в окружении, чтобы к этому дело дошло, ну так они все для этого делают. Что тогда у государства функция будет нулевая. А когда сформируется эта вся история, тогда большой вопрос к тому, как отреагируют силовые структуры. Поддержат ли они эту кучку, да, которая возомнила себя богами, как говорит Федоров, или поддержат других людей? Вот в чем вопрос. Ну, понимаете, тут еще один такой нюанс, и он очень важный, человеческий. Мы теряем с каждым годом войны, вот скоро 4 года как, вот эту человечность и взаимовыручку. И знаете, почему так много одобрительных комментариев к футболисту, этому Колеснику? Не потому, что он там левый боковой, и там, да, вот это вот хлопнул этого ТЦКшника, а не потому, что там дал отпор еще. Он помогал ближнему. Он спасал соседа, у которого 3 детей, а его по беспределу, в общем-то, крутили и вязали. Он нам выставляет это государство, о котором вы рассуждаете, рамки, говорит, у тебя 3 детей, там, у тебя отсрочка, у тебя там бронь на предприятии, у тебя отсрочка. Им плевать. Они порвут твою бумажку, напишут новую и засунут тебя. У них план. Они увидят, что пенсионер, да, ну, пенсионеры, они что могут сделать? Они могут как бы запшикать тебя напоследок газом старого мужика, да, и поехать дальше, потому что они понимают, что, ну, не ляжет этот 60 плюс, да, вот не попадет им в план. Он пойдет по другой программе, по вот этой, которая сейчас новое законодательство. Они не смогут его использовать, а этого смогут. И люди увидели, что есть все-таки эта взаимовыручка и поддержка. Когда старики умирают от холодов в холодных квартирах, в нищенстве, нищие просто, им не за что купить, поесть.
одинокие старики. В этом мороке этих заявлений, воровства, лицемерия, как чертыхается и матерится Зеленский, да, ругается там в этих всех интервью на мировых каналах, находится лучик света и надежды, что кто-то придет и кто-то всыпет в морду за тебя. За тебя. Потому что человек себя ставит на место вот этого с 3 детьми. И вот от этого становится вот вроде как такая надежда, но понятное дело, чтобы защититься от этой системы, адвокаты, да, вот есть четкие высказывания, мы поддерживаем ВСУ, мы поддерживаем всех, а надо его поддержать. Вот надо поддержать вот этого футболиста. Что бы он уже ни говорил в рамках этого разбирательства. Потому что, поддерживая вот этот поступок, мы не поддерживаем там насилие над военнослужащими, как это сейчас 5 за это дают. Мы поддерживаем взаимовыручку, что кто-то придет на помощь в критический момент. Критический. Когда тебя по беспределу крутят, вяжут, бьют и заставляют умирать за Сигизмунда и Карлсона. Александр Лазарев был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.